Чем дольше биткоин торгуется ниже 55 тысяч, тем больше растут шансы на падение до 48 тысяч долларов, потому что рынок зашел в тупик. Да, друзья, несмотря на то, что более чем одну неделю назад биткоин пробил очень важный уровень 50 тысяч долларов, уже на протяжении 8 дней он просто стоит на месте и никак не может подняться выше 53 тысяч. Именно это поведение цены биткоина сильно настораживает многих инвесторов, потому что когда мы видим 25% роста за неделю, а после начинается вот такая консолидация, есть два варианта. Либо биткоин покажет еще один сильный рост, либо его цена сильно упадет до первой поддержки. Но крипта научила готовиться к худшему, и еще больше опасений вызывает падение притока капитала в ETF-фонды, который зафиксировал всего 135 миллионов долларов на последней торговой сессии, что на 60% меньше, чем это было днем ранее. При этом данные о страхе и жадности говорят о том, что рынок накален до предела, как это было в 2021 году, перед сильным падением. А почти каждый индикатор на графике биткоина горит красным цветом, сигнализируя о том, что прямо сейчас нужно продавать. Но неужели все настолько плохо? И впереди нас реально ждет затяжная коррекция, на которой ни BlackRock, ни Halving помочь биткоину не смогут. Ответ на этот и многие другие важные вопросы вы узнаете сегодня в видео, потому что мы на основе фундаментальных факторов, технических катализаторов, статистики и свежей метрики максимально четко постараемся вам объяснить, что сейчас происходит на рынке и что нас будет ждать дальше. Поэтому если вы желаете узнать, стоит ли продавать биткоин и другие монеты прямо сейчас, обязательно смотрите это видео до конца. Ну а перед просмотром, конечно же, поддержите нас лайком. Мы прекрасно видим вашу поддержку, особенно под последними роликами, поэтому и снимаем для вас как можно больше качественного контента. Поэтому давайте в том же духе. С вас как можно больше лайков, а с нас интересные видео. Вам желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, рынок криптовалюты, как всегда, продолжает щекотать наши нервы, ведь пока биткоин рискует протестировать 48 тысяч, многие альты уже скорректировались на 5-10%. Тем не менее, впереди нас ждет историческое событие халвинг биткоина, до которого осталось всего 2 месяца. Вот поэтому в нашем телеграм-канале мы уже выложили пост, в котором разобрали, к чему нам стоит готовиться и что произойдет с криптой через 60 дней. Так что переходите, подписывайтесь, получайте самые эксклюзивные новости и будьте заранее готовы к такому важному событию. Ну а мы давайте сразу откроем график биткоина и посмотрим, что происходит с его ценой. Во вторник был протестирован уровень 53 тысячи, который стал новым годовым максимумом. И несмотря на то, что месяц еще не закончился, биткоин уже показал 25% профита за февраль. В данном случае я сразу хочу вспомнить вот это видео, в котором я говорил, что февраль это один из самых положительных месяцев для биткоина. И этот год также не стал исключением, ведь биткоин показал рост. Но сами понимаете, что биткоин расти вечно не может. И как бы нам ни хотелось, такая вещь как коррекция будет всегда. Так вот, если мы внимательно посмотрим на график, то увидим, что чаще всего коррекция наступает после сильного роста, как это было после пробоя 30 тысяч, 35, 40 и 45 тысяч долларов. Аналогичное поведение цены мы наблюдаем прямо сейчас, потому что биткоин пробил новый максимум, из-за чего многие инвесторы решили зафиксировать прибыль. Но почему? Неужели никто больше не верит в рост? На самом деле локальное падение биткоина было связано в первую очередь со снижением притока капитала в ETF. Согласно данным Yoho Finance, биткоин ETF компании BlackRock зафиксировал падение на 2%, поскольку на вчерашней предрыночной торговой сессии он стоил 29 долларов. В то же время ETF компании Grayscale упал на 1,94% и цена составила 45 долларов. Таким образом, чистый приток 11 спотовых ETF снизился на 60% по сравнению с закрытием прошлой недели, достигнув 135 миллионов. Хотя на прошлой неделе был зафиксирован самый большой дневной приток на уровне 630 миллионов долларов. Эта разница также говорит о том, что фонды решили взять небольшую паузу, чтобы рынок немного остыл, и после чего можно было продолжить накапливать биткоин. Собственно, из-за снижения притока капитала в ETF, покупки от BlackRock и Fidelity пока что замедлились. И это в принципе наглядно видно на графике самого биткоина. На этом фоне вчера наблюдалась очень высокая волатильность, которая привела к большим ликвидациям, ведь за последние 48 часов было ликвидировано более 300 миллионов долларов, причем большую часть этих ликвидаций составили, конечно
конечно же, лонги. Также данные CoinGlass указывают на снижение открытого интереса к фьючерсам на биткоин. И сейчас этот показатель составляет 460 тысяч биткоинов или 23 миллиарда долларов, что на 2,5% ниже предыдущего показателя. Снижение открытого интереса также сигнализирует о том, что в данный момент инвесторы не готовы продолжать скупать биткоин и толкать его цену вверх. Сейчас рынок реально накален до предела, ведь индекс страха и жадности находится в диапазоне 78. Такого значения не было со времен 2021 года, когда биткоин пробивал исторический максимум. Когда жадность на рынке доходит до рекордных уровней, это увеличивает шансы коррекции и падения цены в первые диапазоны ликвидности. Ведь из-за того, что его цена росла более 2 недель подряд, без остановки, ему нужно где-то брать новый приток ликвидности. И чаще всего эта ликвидность появляется на более низких уровнях, где покупатели заранее оставляют лимитные заявки на покупку. Если ориентироваться на прошлое движение биткоина, то его цена само собой падала и тестировала локальные минимумы. Конечно, первое, что делают многие инвесторы, как только начинается коррекция, это продают все свои монеты. Но лично по своему опыту могу сказать, что падение рынка можно использовать для заработка точно так же, как и рост. Для этого достаточно вовремя открыть шорт-сделку по очень хорошему уровню, как это, например, делают участники нашей подписки Coin22 Pro. Ведь наша команда аналитиков следит за рынком 24/7 и предоставляет для вас только лучшие точки входа и самые оптимальные уровни для фиксации прибыли. Поскольку в начале недели рынок активно рос, участники Pro заработали от 40% на лонгах по монете Atom, от 60% на росте Matic, от 70% на движении Arbitrum и еще на многих других сделках. А поскольку каждый новый участник Pro получает полноценное обучение на старте, которое подкрепляется практикой, любой желающий новичок сможет научиться торговать под присмотром наших специалистов. При этом с вами также всегда будет наша круглосуточная поддержка. Сейчас аналитики Pro уже подготавливают сделки, чтобы максимально использовать движение крипты для получения профита. Поэтому если ты желаешь оставаться в плюсе даже во время коррекции, то прямо сейчас переходи по ссылке в описании, напиши нашим специалистам, и мы предоставим всю подробную информацию касательно подписки Pro. Ну а пока биткоин рискует протестировать первые важные уровни поддержки, эфир чувствует себя более комфортно, особенно после пробоя уровня 3000 долларов. Этот уровень я, конечно же, ждал, и те, кто смотрел наши ролики, когда эфир стоил около 2500, прекрасно помнят, что я рекомендовал его покупать, и даже говорил, что лучше увеличить соотношение в портфеле до 25%, ведь пока на рынке обсуждают обновление Dencun, которое запланировано на 13 марта, или, например, потенциальное одобрение ETF 23 мая, сложно не обращать внимания на эфир. Вот киты подумали так же, и сейчас они продолжают набивать свои кошельки эфиром. Согласно данным Spot On Chain, вчера один адрес купил 13 526 эфиров на сумму почти 40 миллионов долларов по цене 2947 долларов за монету, что привлекло внимание инвесторов. Данный кит провел две покупки, одну через биржу Binance, на которой он купил более 10 тысяч эфиров на сумму 30 миллионов долларов, а вторую через OneInch, на которой было куплено 3390 эфиров за 10 миллионов долларов. При этом, если мы посмотрим все покупки данного кита, то мы увидим, что всего за последние 4 дня он накопил 64 501 эфир на целых 185,5 миллионов долларов. Но это еще не все, ведь самое интересное, что вчера данный адрес еще раз вывел эфир с Binance на сумму 40 миллионов долларов. И получается, что только один кит купил около 77 тысяч эфиров по рыночной цене 2900. Конечно же, это положительный сигнал, ведь мы очень редко можем наблюдать за тем, как большие кошельки скупают эфир прямо по рыночной цене, без всяких просадок. А значит, такое активное накопление еще больше увеличивает шансы на повторный пробой 3000 долларов. Как я сказал ранее, на это в первую очередь влияет обновление Dencun, о котором, кстати, я подробно рассказывал в прошлом ролике. Но также не забывайте про ETF. Да, вероятность одобрения сейчас составляет всего 50%, но с биткоином была такая же история, поэтому лично я не исключаю такой вариант, что ETF на эфир реально одобрят в мае. Шумиха вокруг ETF запампила цену биткоина более чем на 100%, и нечто похожее может произойти с эфиром, так как любая крипта очень хорошо растет на фоне положительных новостей. Те, кто вместе с нами следит за эфиром, знают, что начиная с октября он движется вот в таком восходящем торговом канале, который помогает нам определить локальные максимальные уровни и минимальные уровни. Если к концу недели цена не сможет зафиксироваться выше 3000, эфир может еще раз протестировать нижнюю линию поддержки, что может стать хорошей возможностью докупить перед важным обновлением
обновлением и уж тем более перед одобрением ETF, а также эти уровни можно рассматривать для открытия лонгов. Лично я совершаю все свои сделки, а также покупаю крипту на бирже OKEX. Во-первых, здесь самые низкие торговые комиссии, а во-вторых, это наш официальный партнер, который только для наших зрителей предоставляет лучшие условия для торговли, а также очень много бонусов. Поэтому регистрируйтесь по нашей ссылке, она есть в описании. Но как вы могли заметить, в первой половине видео не было теханализа биткоина, поэтому давайте снова вернемся на график. Если обратить внимание на основные индикаторы, которые показывают импульс цены, а также ее тренд, мы увидим, что все они дают сигнал на продажу. Например, индикатор RSI. Он пересек свою сигнальную желтую линию и сейчас продолжает оставаться в диапазоне перекупленности. Также известный осциллятор AO мигает красным цветом, поскольку начинают появляться вот такие красные полосы. И дополнительно, если мы наложим на график биткоина расхождение и схождение скользящих средних, мы увидим, как эти две полосы начинают сужаться, опять-таки сигнализируя о снижении бычьего импульса. При этом биткоин точно так же, как и эфир, торгуется вот в таком параллельном торговом канале, где сильным сопротивлением выступает уровень 53 тысячи. И сейчас наступает очень важный этап для цены биткоина, ведь пробой первой важнейшей поддержки на уровне 50 тысяч может усилить падение цены. Таким образом, у биткоина будет 3 диапазона, где может быть отмечен локальный минимум. И находятся они прямо на линиях EMI, а именно на 20, 50 и 100 дневной скользящей средней. Но при этом шансы на падение ниже 20-дневной EMI, которая проходит на уровне около 49 тысяч, небольшие, потому что фундаментальные катализаторы в виде ETF до сих пор продолжают оказывать положительное влияние, а также многие недооценивают халвинг, который будет в апреле, хотя очень зря, ведь за всю историю биткоина халвинг всегда оказывал самое сильное влияние на цену. Вот поэтому холдеры даже внимания не обращают на это локальное снижение. И согласно недавнему анализу от CryptoQuant, холдеры активно накапливают биткоин, причем это не просто розничные инвесторы, а большие кошельки, которые держат более 25 тысяч биткоинов. И при этом они не совершают переводы больше 10 битков. Но самое интересное, что сейчас основное влияние на рынок создают не розничные инвесторы, которые фиксируют свои сделки, а фонды. Ведь согласно отчету Coinbase о прибылях и убытках, розничная активность оставалась низкой в четвертом квартале 2023 года. Если более точнее, то розничная активность в период со второго квартала 2022 года по четвертый квартал 2023 оставалась ниже четвертого квартала 2020 года. Вот поэтому нам крайне важно следить за тем, что говорят представители BlackRock, Fidelity или, например, Майкл Сейлор, который заявил, что готов покупать биткоин вечно. Компания Сейлора уже накопила почти 200 тысяч биткоинов. И как я говорил ранее, он не прекращал покупать биткоин, даже когда цена тестировала дно около 15 тысяч. Но я прекрасно понимаю, что не все готовы скупать биткоин вечно, как Майкл Сейлор. И многие задаются вопросом, а стоит ли сейчас фиксировать прибыль? В данной ситуации лично я до халвинга фиксировать не буду. Об этом я уже много раз говорил, и в принципе вам также советовал держать свои монеты. Но здесь все зависит именно от вас и от вашей торговой стратегии. Ведь если вы не готовы подождать буквально пару месяцев, часть своих позиций по биткоину вы можете закрыть сейчас. Это вам даст свободные стейблкоины, которые вы можете направить в более рискованные, но не менее прибыльные альты. И главным претендентом является, конечно же, эфир и монеты L2, которые работают на его сети. Также есть вариант фиксации в безубыток. То есть, если вы покупали биткоин или другие монеты, например, на $1000, то в этой ситуации вы можете продать условно 30% своих инвестиций, чтобы получить $1000, которую вы инвестировали в начале. Также все зависит от того, по какой цене вы входили в биткоин. Ведь если вы зашли по 50 тысяч, понятно, что продавать бессмысленно. А вот если ваши первые покупки были около 20 тысяч, тогда, конечно, небольшую часть профита можно зафиксировать. Но продавать все, что у вас есть, я точно не советую. Рынок все равно торгуется в восходящем тренде. И те же притоки капитала в ETF сегодня составляют 130 миллионов, а завтра могут уже превысить $500 миллиарда. И биткоин снова начнет двигаться вверх. Сейчас на рынке очень много фундаментальных катализаторов, которые обеспечивают рост. И самое главное, что интерес к крипте не упал. Вот поэтому продавать и полностью выходить с рынка прямо сейчас – это не самое подходящее время. Конечно, если по этому поводу у вас есть другое мнение, обязательно оставляйте его в комментариях. Ведь мы всегда отвечаем на ваши вопросы и стараемся давать полезные советы. Также не забывайте подписываться на наш Telegram, где есть очень много полезной информации. Ну и конечно же жмите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Как всегда, желаю вам удачи, до скорых встреч!